Близнецы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на апрель 2023 года. Очень такой яркий будет, насыщенный месяц, причем насыщен будет благоприятными переменами, но мы все равно посмотрим точечно, как для вас этот месяц будет отыгрываться в тех или иных сферах жизни. Помогут мне сегодня в этом Таро Светлого Провидца, а также Ленорман Исцеляющего Света. Поэтому настраиваемся на получение информации. Будем смотреть, какой же событийный ряд вас ожидает. Общая энергия месяца. Что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Карты хорошо видны? Приступим. Общая энергия месяца у вас ложится здесь тройка жезлов. Тройка жезлов – это карта активности, социальной активности в первую очередь. Это какие-то планы, это задачи, это что-то расписывать, проектировать, создавать, обдумывать. Очень много общения, коммуникации, новых знакомств, новых связей. Не обязательно личных, это могут быть связи социальные, то есть деловые, дружеские. Но, тем не менее, скучать вам здесь не придется. Много движения, много, знаете, как в первую очередь и перемещений, потому что тройка жезлов – это ситуативно карта, которая не заставит вас сидеть на месте. То есть будете очень много еще передвигаться, перемещаться. В какой сфере в большей степени будет отыгрываться? Ну, по дураку с тройкой жезлов могу сказать так. Это действительно новые начинания, новые планы. То есть для кого-то новая работа, новый проект, новое хобби. Новые дружеские связи, новые личные связи. Просто новый этап. Это как переехать, может быть, даже временно, знаете, как путешествие, где-то задержаться на месяц. Воодушевиться новой энергетикой, новым местом, новой силой. Здесь для вас это в первую очередь как вопрос возрождения, энергообмена, который воодушевляет, приносит радость, приносит это обновление целостное. И внешнее, и внутреннее, но в первую очередь энергетическое. Если смотреть вопросы работы. По девятке пентаклей это труд, который действительно будет вознагражден, щедро оплачен и достижение целей. Конечно, у каждого из вас этот аркан будет проигрываться по-разному. Мы сейчас посмотрим, как он будет созвучен с вами. Для тех, кто у нас не работает и работать не может, то девятка пентаклей и паж чаш. Это указание на то, что если у вас маленькие дети, то это пособие на детей получать какие-то крупные выплаты. Если у вас зрелые, взрослые дети, это может быть финансовая помощь со стороны взрослых детей. Ну а в остальном девятка пентаклей и паж чаш – это какой-то handmade, это реализация вашего хобби, которая может, знаете, как вырасти в спросе. Как следствие, вы будете получать хороший доход, хорошие дивиденды. Если вы у нас в статусе соискателя, девятка пентаклей и солнце. Карты, которые указывают, что действительно это такое время, период шикарных возможностей найти ту вакансию, которую вы давно искали, то действительно трудоустройство. Но фактически в 50% случаев девятка пентаклей и солнце – это самореализация, то есть уйти на вольные хлеба, на свои хлеба. То есть открыть какое-то дело, какой-то проект, пытаться, может быть, зарабатывать дистанционно. Но здесь вы действительно видите, что это оправдано, и будете прикладывать к этому массу усилий. Если же вы у нас наемный сотрудник, то девятка пентаклей и колесница. Это прорыв, это прогресс. Это действительно как просто увеличение дохода, увеличение заработка, так и карьерный рост. Опять же, это может быть командировка, которая впоследствии вам сулит хорошие дивиденды, повышение, увеличение дохода. То есть действительно для вас тут, в плане работы энергия бьет ключом. Очень шикарные перемены. Для тех, у кого свой собственный бизнес, то девятка пентаклей и король чаш – это стабильный заработок, это хороший источник дохода, все идет своим чередом. И здесь может быть такая некая потребность, как незначительно временно отойти от дел, кому-то делегировать эти полномочия и отдохнуть. Потому что девятка пентаклей в связке с королем чаш – это вопросы… Я не могу сказать, что вы тут закрылись, да, но это вопросы самодостаточности, это желание потратить деньги на удовольствие, на себя любимого или любимую. Это в первую очередь траты для души, траты на восстановление эмоциональное. Поэтому действительно может быть такой период, когда вы возьмете кто-то пару дней, кто-то там неделю и отдохнет и восстановится.
Финансовая сторона вопроса – суд. Опять же, прекрасная карта, которая указывает ситуативно на возрождение, на открытие вашего финансового канала. Это, знаете, как приток денег. Причем по суду. Допустим, если были заморожены ваши счета, кредитные карты, то, знаете, как разблокируют. Вы будете получать этот доход, эти дивиденды. Дальше, по аркану суд. Если шли какие-либо судебные процессы, и вы туда значительно вложились, то это как компенсация и морального, и материального ущерба, получения тех дивидендов, которые вы хотели, стремились получить. Опять же, по суду это могут быть вопросы получения наследства, или же, наконец-то, говорю, знаете, сыграла ваша ставка. Ну, по принципу, вы инвестировали в какое-то дело, либо в какой-то стартап, и теперь вы получаете, наконец-то, доходы от этого проекта. И если смотреть вопросы здоровья, по пажу жезлов, много активности, энергия бьет ключом, ощущать себя молодым и душой, и телом. Здесь прекрасное самочувствие, но, знаете, говорю, без ребячества, потому что паж жезлов очень часто в рамках, особенно этого месяца, может указывать на легкие простудные заболевания, поэтому старайтесь все-таки легко одеваться, потому что паж жезлов это может быть плюс, пусть незначительное, но повышение может быть температуры. Ну и как следствие, знаете, там, говорю, насморк, чихание и прочие такие симптомы того, что вы простудились. Так, а вопросы личной жизни, здесь тройка мечей. Будем разбираться, о чем здесь идет речь. Что же вам здесь так ранит сердце? Потому что, безусловно, сам по себе аркан может указывать осознание, что вы переросли друг друга. И, как следствие, может идти понимание, что пора разойтись. Для кого-то это вопрос любовных треугольников, для кого-то вопрос завершения отношений. Ну, просто, да. Потому что уже, некоторые говорят, не сошлись характерами. Для кого-то вопрос измены, предательства, а кто-то может страдать от одиночества. Будем смотреть, что здесь по факту. Для тех, кто у нас свободен. Тройка мечей, двойка мечей. Здесь вы запутались. И причем, могу сказать, запутались в путах прошлого. Вы не хотите замечать, вы не хотите видеть окружение, потому что двойка мечей говорит о том, что вам оказывают знаки внимания, с вами стремятся познакомиться, либо строить отношения, но вы никого не желаете видеть, понимаете? Вот у вас в прошлом в чем-то где-то не поставлена точка, и вы отмахиваетесь, отнекиваетесь от всех вот этих, как я говорю, воронов, стервятников, да, которые пытаются завоевать ваше внимание. Не закрыта ваша сердечная рана, и это вас очень сильно может тяготить. Почему? Потому что не то, что вы не хотите новых отношений, у вас просто какая-то как идея фикс поставить точку жирную в прошлом. Может быть, вы знаете, как самоутвердиться в чем-то или там отомстить человеку за разбитое сердце. Вот вы не готовы пока идти в новое. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках, то тройка мечей и колесо фортуны. Аркан, который говорит о том, что о судьбоносных переменах. Идет понимание или осознание, как смена циклов судьбы. Почему? Потому что вы понимаете, что отношения здесь для вас пустые. И вот здесь, дотягиваю вам карту, идет такая логическая мыслеформа, что все, хватит бродить в этом бессмысленном лабиринте. Нужно ставить жирную точку, нужно отпускать ситуацию, из этих отношений уходить, потому что они вас фактически съедают изнутри. И для тех, кто у нас в стабильных союзах, посмотрим и проясним ситуацию, что тут у нас. Тройка мечей и восьмерка мечей. Здесь ситуативно о чем идет речь. Во-первых, вы, если смотреть на колоды, десятка чаш, да, то есть как бы счастливая семья. Но тройка мечей, восьмерка мечей говорит о ситуации изоляции. Допустим, ваш партнер или партнерша могут болеть. Это вам разбивает сердце, крает душу. Человек может находиться от вас на расстоянии по ряду причин. Будь то вопросы работы, мобилизация, либо ряд еще каких-то других моментов. Опять же, у вашего партнера или партнерши могут быть проблемы с законом. Не обязательно это уголовная ответственность, это может быть административная ответственность, но то, что как бы терзает очень сильно вас и негативно сказывается на ваших взаимоотношениях. И помимо всего прочего, тройка мечей, восьмерка мечей – это ощущать себя в союзе, как в тюрьме. Потому что партнер или партнерша могут вас во многом ограничивать, контролировать, диктовать свою волю, навязывать свое мнение. И вам, знаете, как нечем дышать. То есть вы уже задыхаетесь. Это как вопрос садизма, насилия над собой. И может идти
прийти к вам такое осознание, что все, пусть через боль, пусть через силу, но здесь нужно будет ставить жирную точку. Если смотреть рекомендации от карт, паж мечей. Иногда эту карту еще называют разделяя властво. По какой причине? Потому что паж мечей – это карта глубокой аналитики. То есть проанализировать все происходящее в вашей жизни. Изучить нюансы и детали тех либо иных проблем, каких-то ситуаций, либо что стало первопричиной. Видите, тут девушка читает и вот держит в себе эти лампочки, как цвет знаний, которые она стремится получить из этого учебника. Так и вы можете, допустим, чтобы решить какую-либо проблему, собирать информацию, читать, изучать в интернете, не знаю, там, общаться с психологом, собирать мнение окружающих по поводу той либо иной ситуации. И анализируя всю полученную информацию, сделать выводы, которые вам помогут, поспособствуют прийти к благоприятным переменам в жизни. Если мы посмотрим, для вас месяц у нас будет значим в плане финансов, в плане личной жизни. Посмотрим еще неожиданность на Ленорман. Какова здесь будет ситуация? Всадник, мужчина и дерево. Ну, все-таки основной посыл – это вопросы личной жизни, потому что дно колоды, видите, здесь корабль, как перемены. Итак, для кого-то это все-таки, говорю, появление человека в вашей жизни, который будет стремиться к стабильным длительным отношениям, но как вы к этому не готовы. Если это вопрос любовных треугольников, то это вообще уходить в новый союз, в новую связь. И если это вопрос именно ситуации не в том случае, когда у вас там вы на расстоянии, да, а именно отношения, которые вас отравляют, в чем-то ограничивают, то здесь стремление все уйти в новую связь, в новый союз, в новую стабильность. Если не брать во внимание вопросы личной жизни, то здесь может идти известие от нового бизнес-партнера о долгосрочном контракте, сотрудничестве и перспективах, благоприятные известия о состоянии здоровья мужчины, допустим, улучшение ситуации, положительная динамика, то есть арканы, которые говорят, что здесь все супер. И еще это, допустим, если кто-то ждал, не знаю, или собирал вопросы генеалогического древа, вопросы рода, либо собирал документы по вопросам репатриации, то это как раз получите этот пакет документов. И вы здесь будете довольны. Вот такой месяц у вас, слушайте, да, конечно, скучно вам не будет. Как, в принципе, и остальным знаком зодиака, потому что апрель действительно для многих такой очень знаковый, но на самом деле идет с позитивными энергиями. Поэтому я вам тоже искренне и от всей души этого желаю. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода не забудьте дать обратную связь, черкнуть пару строк, дать весточку. Я же вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.